Сафари-автобус медленно ехал по территории львиного вольера в национальном парке Серенгети в Танзании. Туристы с восхищением смотрели в окна, фотографировали животных и тихо переговаривались между собой. Для многих это было путешествие мечты – увидеть диких львов так близко. Вдруг двигатель заглох. Автобус дернулся и остановился прямо посреди саванны. В салоне повисла тревожная тишина. Гид по имени Даниэль сразу попытался связаться с диспетчерской службой парка, но связь не работала. Люди начали нервничать. И тут дверь автобуса неожиданно открылась. Снаружи стоял огромный взрослый лев. Он медленно приближался, его грива колыхалась на ветру, а взгляд был тяжелым и внимательным. Вес зверя превышал 180 килограммов. Его клыки блестели на солнце. В салоне раздались крики. Люди бросились назад, прижимаясь друг к другу. Но один человек остался сидеть на месте, пожилой мужчина лет 70. Его звали Ричард Миллер. Лев вошел в автобус. Он тихо рычал, медленно осматривая пассажиров. Его дыхание было тяжелым и глухим. Все были уверены, сейчас случится трагедия. Зверь подошел прямо к Ричарду. Наклонил голову и начал обнюхивать его руки, лицо, одежду. Старик сидел неподвижно, боясь пошевелиться. Внезапно лев опустился рядом и уткнулся мордой в его колени. Как домашний кот к хозяину. Ричард с трудом перевел дыхание. Его взгляд упал на шрам в форме зигзага на лапе льва. И он прошептал: «Лео, это ты?» В памяти всплыли события 15-летней давности. Тогда Ричард был оператором-документалистом и работал в заповеднике Нгоронгоро. В один из жарких дней он услышал слабый писк под акацией. Под деревом лежал маленький львенок, попавший в капкан браконьеров. Его лапа была тяжело повреждена, рядом виднелись следы крови, мать, вероятно, убили. Ричард не раздумывал. Он снял ловушку, аккуратно взял детеныша и отвез в ветеринарный центр в Аруша. Врач Эмили сказала, что шансов почти нет, инфекция зашла слишком далеко. По правилам львенка должны были усыпить. Но Ричард отказался. Он забрал его домой. Его дом в пригороде Аруши превратился в маленький госпиталь. Он лечил рану, делал перевязки, кормил каждые 2 часа, спал рядом. По ночам, когда львенок плакал, Ричард играл на губной гармошке, старом инструменте, который всегда носил с собой. Музыка успокаивала малыша. Через месяц рана начала заживать. Львенок окреп, стал ходить, играть. Ричард назвал его Лео. Они прожили вместе почти 2 года. Но со временем стало ясно, взрослого льва нельзя держать дома. Он не мог охотиться и нуждался в защите. Ричард связался с фондом охраны дикой природы Танзании, и Лео перевезли в сафари-парк недалеко от Аруши. Прощание было самым тяжелым моментом в его жизни. Прошли годы. Ричард ушел с работы. У него обнаружили рак желудка. Он отказался от дорогого лечения и решил провести оставшееся время рядом с природой. Однажды он поехал в сафари-парк, в последний раз. И именно тогда автобус сломался. Именно тогда Лео узнал его. После происшествия служба безопасности быстро взяла ситуацию под контроль. Директор парка лично встретился с Ричардом. Услышав его историю, он был глубоко тронут. Ричарду выдали специальный пропуск на смотровую платформу. С тех пор он приходил туда каждый день. Он садился на скамейку, доставал губную гармошку и играл. Лео ложился у стекла, закрывал глаза и слушал. Они снова были вместе. Через год состояние Ричарда резко ухудшилось. В одно утро он пришел, как обычно, сел на скамейку и начал играть. Мелодия была слабой, прерывистой. Потом губная гармошка выпала из рук. Ричард тихо закрыл глаза. Навсегда. Лео взревел так громко, что звук разнесся по всему парку. После смерти хозяина лев перестал есть, сидел у стекла и ждал. Ветеринары боялись за его жизнь. Тогда приехал сын Ричарда, Майкл Миллер. Он принес отцовскую губную гармошку и сыграл простую мелодию. Лео узнал запах. Он подошел к миске и впервые за много дней начал есть. В завещании Ричард
Оставил все средства на защиту дикой природы, борьбу с браконьерами, строительство реабилитационных центров, расширение вольеров. Эти проекты были реализованы. На платформе установили памятную табличку. Спустя несколько лет история Ричарда и Лео стала известна по всему миру. Люди начали приезжать в парк с губными гармошками и играть у вольера льва в память о человеке, который посвятил жизнь животным. Теперь это место называют Harmonica Viewpoint, площадкой губной гармошки. Майкл иногда приезжает туда, садится на ту же скамейку и тихо говорит: «Отец был счастлив, потому что был с тобой до конца».